Всем привет! Это инструкция по использованию скрипта углы Гана. Итак, у нас есть два способа использования данного скрипта. В этом видео рассмотрим первый. Наносим скрипт на график и нажимаем клавишу ОК. У нас с вами нарисовались углы, и скрипт рассчитал автоматически. То есть первый вид использования это как раз динамические углы, когда скрипт сам рассчитывает шкалу каждого угла. И вам остается только построить по тем точкам, по которым вы считаете нужным. Например, я хочу построить по low-low вот от этой точки, точка А, и вот это будет точка Б. Да, это классический вид построения. Low-low. Я наношу первую точку сюда и вторую буду совмещать со второй точкой. Вот угол 1,1 я совместил с точками А и точкой Б, и скрипт рассчитал шкалу для каждого угла. По графику вы в принципе видите, что цена очень четко учитывает, то есть значит наше построение абсолютно верное. Если я хочу построить еще какие-то углы, а вы можете с этим скриптом построить до 10 вееров на одном графике, что нужно сделать? Нужно выделить угол 1,1 и его скопировать, например, зажав клавишу Ctrl. И у вас нарисуется веер другого цвета, что вы потом не путали, какой угол какому вееру принадлежит. Например, я хочу построить сейчас нисходящие углы. Плюс динамических углов, что я могу использовать разные виды построения. И high-high, вот, например, давайте попробуем по high-high построить. Ну, например, вот high-high по двум точкам. Точка А и точка Б. Могу по high-low построить, могу по последним углам построить. Ну, то есть там есть разные способы, и классические, и более продвинутые. И скрипт будет рассчитывать автоматически нужную вам шкалу. Вот, предположим, я построил все веера, которые мне нужно, на одном графике. Внимание, не переключавшись ни на какой таймфрейм. Что нужно сделать дальше обязательно? Обязательно мы должны удалить вот эту надпись. Мы выделяем, удаляем. То есть, когда мы закончили полностью работу, мы всегда удаляем данную надпись. Скрипт удаляется у нас, а вот эти веера, они фиксируются намертво на вашем графике. И вы можете смело переключаться на разные таймфреймы и, собственно, выключать терминал. Когда вы включите, все останется на своих местах. Но вдруг вы хотите что-то исправить или нанести новые веера. Что нужно сделать? Или подкорректировать, да, то есть старые. Все очень просто. Мы заново наносим скрипт, просто нажимаем ОК, и, внимание, веера просто становятся активными. Шкалы не меняются, ничего не смещается. Вы можете брать и, пожалуйста, снова использовать и строить совершенно иначе, если, например, какой-то вид построения вас не устроил. И как только закончите здесь работу, опять также удалите данную надпись. Теперь, а если я хочу удалить веер, как удалить веер с графика? Нужно также выделить угол 1,1, кликнуть правой кнопкой мыши, нажать удалить и удалится сам веер. Вот так я могу полностью очистить график. Что еще можно делать? Можно менять цвета у каждой линии. Мы позаботились о том, чтобы выделить вот угол 1,1. Различные углы, вы видите, они, во-первых, подписаны, во-вторых, вот наши углы пунктирные, да, которые мы от себя уже добавили. Они прекрасно отрабатывают. Но я, например, хочу их поменять. Правой кнопкой выделяю свойства линии и могу заменить. И, в общем, буквально каждый угол пометить, как мне нужно. И дальше уже его использовать. Всем привет! Мы продолжаем изучать скрипт углов Гана. И сегодня рассмотрим второй вид его использования с фиксированной шкалой. Например, вы любите ручное построение, то есть делаете все по старинке, но хотите ускорить процесс. И для этого вам нужно только рассчитать угол 1,1.
Вы открыли график любой валюты, которая вам нужна, нашли точки, от которых будете считать. Мы для примера возьмем те же точки, как и в прошлый раз. Это будет классическая low-low, вот точка А и точка Б. Мы рассчитали шкалу, да, угла 1,1, она у нас получилась 12,82. И дальше мы хотим уже ускорить процесс, чтобы не считать там каждый угол, все это дело отрисовывать и так далее, и так далее. Мы наносим скрипт на график, и вот здесь уже во входных параметрах мы указываем 12,82. И у нас скрипт строится с фиксированной шкалой. Каждый угол рассчитался автоматически, а скрипт заморозился именно с этой шкалой. То есть, смотрите, я сейчас его наношу на точку А и точку Б, и совершенно не боюсь как-то это дело испортить, сдвинуть. То есть мне не удастся его сдвинуть с места, он всегда с этой шкалой и будет существовать. Все, как с прошлого примера, вы помните, что мы построили верно, да, то есть цена учитывает, и у нас абсолютно идентичное построение. Далее, мы, например, хотим копировать. Также мы выделяем угол 1,1, копируем веер, и у нас построится веер с той же фиксированной шкалой. То есть, если нам одного было недостаточно, видите, то есть я также не могу его сдвинуть. Или мне нужно скопировать, ну, как правило, копируются отдельные углы для использования, но вы можете и целые веера копировать. Удаляем второй веер, он нам больше не нужен. Далее, как только мы закончили здесь, мы должны удалить надпись, да, как вы помните. И у нас скрипт удаляется. Остается только то, что мы нарисовали. Но в будущем, если вы захотите его активировать, вы просто его кидаете на график и, внимание, обязательно, да, вносите вот эту шкалу 12,82. Он у вас активируется, но активируется с той же фиксированной шкалой. Потому что если мы его сейчас нанесем заново и здесь не укажем ничего, то он активирует наши углы, но они станут какими? Верно, динамическими. И никакой фиксированной шкалы уже не будет. Конечно, это можно исправить. Для этого достаточно выделить угол 1,1, выбрать свойства и в описании ввести шкалу вручную. Но мы вам все-таки рекомендуем использовать фиксированные значения при изначальном нанесении данного скрипта. На этом все. Желаем вам прибыльной торговли.